Привет подписчикам и не подписчикам. Так, смотрите. Сосед, мой участок там, где-то метров 150-200. Колодец ему бурили. Примерная глубина где-то на 9-10 метров они ушли. Как только пробурили, метра на 3 вода была ниже. Но сейчас поднялась. Что они бурили? Вот с чего все начиналось. Такой грунт с глиной, потом глина желтая, потом более темная глина, в самом конце, я так понял, они на этом остановились. Вот такая вот глина. Специалисты скажут потом. Вот, короче, мне надо рассчитывать на вот такое вот бурение до 10 метров, а дальше я не знаю. Пока что так. В перемешку попадаются вот такие вот камешки. Это, наверное, известковый камень. Ну, не знаю. В комментариях напишите. Итак, собрав всю информацию по соседях, я узнал. Колодцы стоят у всех на 10 метрах. Зеркало воды у всех разное. У кого-то 8, у кого-то 6 метров. Скважины стоят на 35-40 метрах. По грунтам информации 0, за исключением того, что и увидел я сам. Скажу сразу, было очень страшно и трудно, ведь я не понимал, куда лезу. Трудности были как физические, так и в правильности принятия решений. Итак, мой опыт бурения. На разведывательное бурение я заказал 15 метров трубы 32, стенка 2,5 мм, насос дренажный 250 литров в минуту. Трубы нарезал по 1,5 метра и отвез токарю для нарезки резьбы. Буры изготовил из рессора 100 и 170 мм. Готов приемок. Насос на доску поставил. До 9 метров бурилось относительно легко, процесс шел быстро. Шланга от насоса к штангам, силикон армированный, полная шляпа, постоянно лопалась и доставляла дискомфорт. В дальнейшем я ее заменил на черную 32-ю, купил ее в аграрном магазине. С 10 метров пошла плотная глина с камнями, а на 14,5 метрах я уперся в плотный камень. Так как уже темнело, а сил для того, чтобы передвигаться и думать уже не было, я оставил буровую колонну в скважине и поехал домой. Итог первого дня. Если вы думаете, что это легко, то вы ошибаетесь. Все мышцы пекли, поднялась температура, я восстанавливался 2 дня. Но это не самое главное, я не знал, что мне делать дальше. Спустя 2 дня я заказываю еще 8 метров буровых штанг, обсадную трубу 110-ю 2,4 метра и шнековый насос, самый дешевый. В моих планах отступить 2 метра и начать буриться 170-м буром, пока не упрусь в камень или не кончатся штанги. Тем временем набираю кубик водой, возя в машине канистрами, и беру у соседа с водонакопителя после дождя. Фильтр решил изготовить по глине, так как веры в то, что найду песок, у меня не было. Фильтр 1,5 метра. Отверстие 10 мм, сетка садовая, пластик 1,5 см и сетка штукатурная, леска. В планах обсадиться и обсыпаться щебнем фракцией 10-20. Попытка номер 2. Процесс бурения 170-м буром замедлился практически в 2 раза. Буровой раствор меняли каждую штангу.
Дойдя до тех же 14,5 метров, уперлись в камень. Решили обсадиться, как и планировали. Когда доставали колонны, обнаружили, что под верхом на глубине 3 метров есть сальник. Пришлось разбуриваться еще раз. Обсадились на 14 метрах. На промывку пошло 400 литров воды. Вода кончилась через 5 минут. Еще один неудачный день. Промыв скважину одним кубом воды и обсыпав щебнем фракции 10-20, потихоньку начали раскачивать скважину шнековым насосом. Каждые 5 минут скважина давала 40 литров чистой воды. Насос шнековый поднимал воду со скоростью 1,8 куба в час. Собравшись силами, пробую пройти каменную плиту в первой скважине сотым буром, и через 4 часа долбежки я прохожу эту 50-сантиметровую плиту. С 15 до 17 метров вышла белая глина, с 17 до 17,5 пошел каменный пласт, менее плотной породы. В детстве такие камни мы находили в ртутных карьерах и называли его пластыш. Слоеная каменная порода. Мы пускали с этого камня жабки по воде. Пошли просто чудовищные оттоки. Насос выключен. Идет воздух. Вода не успевает набираться. Пластыш. Я его еще не прошел, но куда уходит вода, я не понимаю. Постоянно гонит воздух. В какой-то момент на выходе из твердой каменной породы вода из приямков ушла за считанные секунды. Порода сменилась на камушки вперемешку с песком, но точно я так и не понял, потому как мощности насоса не хватало, чтобы поднять со дна скважины все то, что было выбурено. В ситице вымывала глину, камушки и пластыш. Этот слой из камушка бурился очень и очень туго, точнее он был плотным. Это что за пиздец, ребята, блядь? Мне воды так не хватит. Итак, в скважину за 30 минут бурения улетело 400 литров воды, а прошел я всего лишь 40 сантиметров. Буровой раствор превратился просто в чистую воду. На этом бурение мое закончилось.
Я поднял колонну на 2 метра и поехал домой. Так как зеркало воды я уже знал, а это 6 метров, я заказал поверхностный насос и фильтр полипропиленовый 2 метра. Промучившись с обсадкой 2 дня, обсадиться я так и не смог. Пока доставал колонну, на дно скважины оседала глина, песок и камни, которые насос вымыть не смог. А потом я даже не смог просунуть фильтр в скважину. С боков скважины повылезали камни и не давали мне обсадиться. Итак, на этом я решил остановиться, так как морально был вымотан и потерял много времени. Нужно поднагнать работу в строительстве. В дальнейших планах взять в аренду мотопомпу, уменьшить бур до 90 мм и уже в новом месте пробурить скважину. Люди с глубокими познаниями, хотелось бы вашего совета. Кому не лень, пишите в комментариях, как лучше сделать. Если что, у меня есть еще 50 кг кварцевого песка фракции 1,2-1,8. Может, это как-то поможет для обустройства скважины. Подводим итоги. На выходе мы имеем скважину с дебитом 400 литров чистой воды в час, чего вполне достаточно для дальнейшего строительства. И знание грунта до 18 метров. Не забываем ставить лайк. И подписывайтесь, если хотите узнать, чем закончится эта история.